Всем привет! Продолжаем такой курс для начинающих. И сегодня я расскажу о резинке, для чего она нужна. И будет один вид резинки. Дальше мы будем продолжать несколько видов резинки 1 на 1 вязать. И потом на одном полотне вы увидите, чем они будут отличаться. Это будет видно прям визуально, то есть какие-то из них более эластичны, какие-то из них декоративные. И это поможет вам сделать выбор, ну и в принципе поможет визуально определиться, какая вам больше нужна по модели будет. Мы научились вязать лицевые, изнанки, набор петель. Здесь я буду делать набор петель обычным способом, как и делала. Способы тоже бывают разные, но я не хотела бы вас сейчас путать вот этими всякими разновидностями, потому что, в принципе, если вы начнете вязать шапку или хомут, вам нужен будет достаточно эластичный край. Поэтому набирать будем точно так же на 2 спицы. Единственное, что у меня, конечно, выбраны толстые нитки, чтобы вам было более понятно и видно все. Поэтому и спицы у меня 2 такие пухленькие, упитанные, как все мы после праздников. Дело в том, что если это будут потоньше нитки, то благодаря 2 спицам у вас будет некая эластичность, растянутость края достигаться. Если мы будем набирать на 1 спицу, низ будет достаточно тугой. Поэтому будем набирать классическим способом на 2 спицы. Короткий хвостик у меня идет вот на большой палец. Я всегда так набираю. Здесь меньше расхода с этой стороны и, соответственно, меньше риска, что у вас закончится нить. Поэтому я набираю всегда так, чтобы не распускать. И набираем кратное количество. Ну, я сейчас посмотрю по ширине, сколько мне будет достаточно, чтобы эта резиночка была видна. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16. Думаю, ну хотя ладно, до 20 доведу. 18, 19, 20. Если вдруг этот хвостик остался у вас длинным, я его, в принципе, когда вяжу вещь, всегда оставляю длинным. Где-то в каких-то видео я говорила, кто не смотрел, говорю, что я сворачиваю в такой маленький моточек и в зип-пакетик. Сейчас я не буду этого ничего делать, потому что я и хвостик оставила коротенький, и, в принципе, у меня вязание будет не такое объемное, чтобы оно мне мешало. Итак, снимаем, поворачиваем вязание к себе, выбираем ту нить, которая уже идет от мотка, кладу ее на палец. Эта петля у нас всегда первая снимается, вторую я буду провязывать изнаночной. И дальше вяжем лицевая и изнаночная, как подряд они идут, чередуя. Первый ряд он всегда скользковатый. Кстати, когда сняли со спиц, не пытайтесь растянуть, что-то сделать. Вот как он у вас есть, в таком виде и вяжите. Тогда не будет этого растянутого низа, и если вы будете примерять или что-то делать, он уже растянется ровно столько, сколько вам надо. Но это я уже поправляюсь, что все-таки бывают разные способы набора. Видите, благодаря тому, что мы первую спустили, а вторую начали изнаночной, тут у нас по рисунку все и получается. Изнаночная, лицевая и последняя, ой, лицевая, сама сказала, я провязала изнаночной, потому что смотрю уже на следующую. Лицевая. И последняя получается изнаночная. И она у нас и по рисунку, и по всем правилам, то есть не сбиваясь. Первую снимаете, вторую вяжете изнаночной. И смотрите, тут ряд точно так же. Сейчас мы первую снимем, будет первая изнаночная, последняя изнаночная. Так по рисунку и будем вязать. Вот у нас получается. Сейчас я чуть-чуть расскажу. Значит, здесь у нас изнаночная за переднюю стенку, на всякий случай, как я вяжу, потому что все по-разному провязывают петли. Лицевая идет за заднюю, за дальнюю стенку, просто подцепляя. И теперь попробую помедленнее вам показать. Вот так.
И так, еще раз. Так. И так. Если вам такой тип подходит в провязывании, и руки у вас комфортно чувствуют себя, не слишком напрягаются, понятно, что если вы только учитесь вязать, то у вас ну, какое-то напряжение все равно возникать будет. Но если чуть-чуть уже умеете, и вам комфортно, большой разницы вот в этих провязываниях петель, вот этих премудростях, обкручиваниях, такого я не вижу необходимости, только если это не по какому-то рисунку заданному. Так, и вот снова у нас, смотрите, первая снимается, и тут же снова пошли изнаночная, лицевая, то есть все будет идти очень легко, просто и логично. Если вы набрали четное количество петель, первую спускаете, а вторую провязываете изнаночной. При четном количестве петель вам ничего запоминать не придется. Будете вязать, вот что видите, то и вяжете. Вижу косичку, вяжу лицевую. Вижу узелок, вяжу изнанкой. Вот, я надеюсь, видно, вот видите, такой как узелочек. Это изнаночная. Где косичка, вот такая вот, это лицевая. Итак, мы провяжем энное количество рядов. Кому как будет видно, понятно. Вы можете, если тренируетесь, шарф какой-нибудь вязать, то есть шарф, связанный такой резинкой, у него не будет закручиваться край, у него достаточно нормально не закручивается низ. То есть какой-то там, ну, внучки из крупной пряжи. Кстати говоря, сейчас они достаточно популярны, вы можете потренироваться и связать. Единственное, что у меня вот эта нить, она не очень крученая, поэтому тут пока еще не очень видно, вот, ну, когда нить сама по себе крученая, она уже красиво ложится даже в начальные ряды, и резинка выглядит прямо такой симпатичной. У меня чуть-чуть не крученая нить, поэтому она попроще смотрится. Но сегодня вот все, что мы сделаем, это провяжем сантиметров 5 такой резинкой. В следующий раз мы захватим другую резинку, которая визуально поярко выраженней, но она не такая уже будет эластичная. И потом еще пару вариантов. И после этого, когда мы посмотрим на все полотно готовое, уже станет вам прям визуально понятно, какая резинка для какой цели больше подходит. Сейчас я довяжу, провяжу это все. Тут ничего ни в каком ряду вам менять не придется. Первая снимается, последняя изнаночной, вторая в данном случае тоже вяжется изнаночной. Ну вот, уже начинает получаться, прорисовываться рисунок обычной классической резинки 1 на 1. Все, до встречи в следующий раз. В следующий раз будет следующий вариант резинки 1 на 1. Всем пока!